Мне 35 лет, я бывший заключенный. Я получил свободу за участие в СВО. Отсидел с полгода, 3 месяца отвоевал. И вот он герой. Это он не искупил, он просто стал свободным. Он как бы освободился от этого убийства, да? А как жить мне? Об этом не подумали, вот о матерях. То есть вы, наверное, до марша еще были, да, справедливости? До марша справедливости мы были. Ой, а все, кто после марша справедливости, всех зарубили на. Ну это, наверное, пошли на Москву, поэтому зарубили. В какую сторону открывать? Я Андрей Плякин, бывший боец ЧВК «Вагнер». 4 детей и 1 внучка. Как вы познакомились с Андреем? Секрет. Секрет. Сколько вы уже вместе? В этом году год был. Такая странная семейка, да? Кирюша помощник, а стул дощит, молодец. В ЗАГСе тоже не поверили. Они думали, фиктивный брак. Ну, все так думали, что фиктивный брак. Родился я в Красноярске. Сначала до 9 лет я с родителями рос, потом родителей не стало, и пошло все наперекосяк. Мама умерла, отец ушел, когда было 5 лет. Сначала в приют Ростов попал, а после приюта Ростов перевели в детский дом. Интернат 107. Тяжело было, наверное, сначала. Мне не нравилось там быть. Я убегал постоянно туда. Свободы хотелось, гулять хотелось. Воровать научился. Старшаков. Мы уходили, уроки прогуливали, там, приходили, воровали деньги. Поначалу где наказывали, потом какие-то изоляторы придумали с решетками, там двери закрывались с одной стороны. Потом садят тебя в изолятор, приходят старшеклассники и мутузят. Просят их воспитателя. На стол нельзя. С 9 до 14 лет. Потом меня отправили в КТУ учиться в Красноярске. Там я год отучился, и все, и потом посадили меня. Пока там год учился, мне дали разрешение снять деньги, которые накопились, как ребенок у сироты. Я их потратил, а потом деньги было взять. Работать не умею, ничего не умею. Шел воровать. Там украл, попал в тюрьму. Там за сотовый телефон 2 года. Так же, как в детдоме. Только дают тебе робл. Режим пожестче. Потом дальше. Мне было 18 лет. Мы угнали машину. 2 года опять дали. И 3-й срок у меня был на строгом режиме уже. 5 лет тогда дали. Квартирные кражи были. Потом вышел на свободу. Думал, что пойду работать. Начну нормальную жизнь. Встретился со старыми друзьями. И опять как по накатанной торговали наркотиком. Поймали меня с хранением. 3 года мне дали. Вышел, но ничего меня это не научило. Стал дальше торговать наркотиками. Дальше 7 лет дали за наркотики. Что я там месяца 2-3 побыл, приехал в Пригожин, предложил воевать. Я согласился, пошел в войну. Сказал, говорит, там вы на свободе, говорит, убиваете, грабите там, воруете там, вас садят в тюрьму. А я вам предлагаю, говорит, убивать, за это еще буду деньги платить. Ну что, мне надо будет только сказать, что я видел, пересекался с ним, видел его, да, и все. Да, тут вот просто пересекался, видел, и нужно вспоминать позывные этих командиров. Сразу согласился. Не знаю, что-то 5 лет еще оставалось в тюрьме быть. С нашей колонии 300 человек где-то уехал. Нас привезли на базу, там переодели на базе, оружие вручили, подписали контракт. 3 недели обучали. Допустим, к боям где-то в лесопосадках, например. Как штурмовать окопы, например. Как стрелять правильно. Все статьи, уходили, кроме вот этих изнасилований, педофилия там. Таких не брали. Были даже люди, у которых срок 25 лет. После обучения мы приехали на базу.
На базе уже там дают команду, поехал на передок. Команду дают захватить территорию, надо захватить. А каким образом ты будешь захватывать, это уже твои проблемы. От недели до 10 дней. Там на ротацию. На ротацию отдыхаешь, там тоже где-то неделю, потом опять на передовую. Но снайпер, блин. Первый выход я вышел, мне вообще показалось, что это как в компьютерной игре. Если ты его не убьешь, он тебя убьет. Имеешь задачу убить нас, а у нас задача убить их. Если откажешься, значит ты дезертир или изменник родины, да. То есть у тебя знаний нет. Были такие, кто убегал, расстреливали. По барабану мне. Что там, кого убили, что с ним, зачем ему это надо. Пофиг. У меня цель была выжить. База была где-то в заброшенной деревне. Нет, с нами были только контрактники. Вольно-наемные контрактники. Бывшие офицеры там, всякие разные, там, спецназовцы бывшие там. Такие были. Было такое, ночью пришли на позицию. Там большая траншея, наверное, километров 5. Все, мы приземлились там. А утром просыпаемся. Просто полная траншея. Это было. А ночью шли там по мягкому, по трубам шли, даже не заметили. Сколько? Почти 5 лет, да? Да, в январе 5 лет будет. А он сам с Киселевска? Да, он с Киселевска. Родители здесь, знаешь? Родители сейчас под Новосибирском уехали. Это после того, как это случилось? Это буквально до трагедии. Там Они за несколько месяцев они туда уехали. Мы знаем их адрес, мы знаем, где они живут. И у него отчим и мать. А, не отец, а родной. Отец себя застрелил из ружья, из воздушки. Это им было, наверное, лет по 15-16, где-то так. У него 3 детей, включая Канюса, практически погодки они все. И там деспот был папаша их. И она от него сбежала. Причем 2 детей оставила деспоту, а 1 забрала. Меня зовут Оксана Пехтелева. Я мама жестоко убитой дочери, единственной дочери Верочки Пехтелевой. Присудили 17 лет лишения свободы. Просидел Канюс, помимо того, что он находился под следствием, не более полугода. Президентом Российской Федерации его указом он был милован. И только после помилования стал участником военных действий на СВО. Здравствуйте, нам бы полицию вызвать. Тут у соседей какая-то бойня происходит. Девушка орет прямо истерически. Вот за сотрудником полиции передали, направят экипаж для разбирательства. Снимали квартиру, которую оплачивала Верочка. Большая часть вещей находилась там, где они жили вместе. Канюс и доченька моя. И когда Вера рассталась с этим ублюдком, после Нового года она пыталась забрать личные вещи. Там был и ноутбук ее, и почему-то он оттягивал. Вот они договорились к преддверии Старого Нового года. И Верочка пришла, должна была ее встретить и сопровождать ее. На тот момент, как Верочка думала, что это подруга, а таких друзей иметь, это врагов не надо, которая взад пятки пошла и отказалась. И, соответственно, где-то в районе, наверное, 5-6 вечера уже начались издевательства над моим ребенком. Более 111 повреждений различной степени тяжести. Там просто он ее кромсал, истязал, издеваясь так, что ребенок кричал: «Помогите, спасите!» Соседние дома слышали. Оператор 112. Девушка, ну а где экипаж? Я переключала вас на полицию. Что они вам сказали? Они нам ничего не ответили, они отключились. 102 спрашивайте. 102. Оператор 112. Девушка, вы слышите, как она орет там за дверью? Я что должна сделать-то? Где милиция? Чего так разговариваете? А как где дверь-то открыта, там ее убьют сегодня,
Полиция приедет, не надо материться. Алло, здравствуйте. 1,5 часа назад вызывали службу, полицию на Ленинградский 28. До сих пор никто не приехал. Своими силами взломали дверь, девушка уже мертва. Наши действия. Что с девушкой? Девушка уже мертва. 1,5 часа вызывали службы для спасения. Девушка орала: помогите, спасите. Никто не помог и не спас. У нас полиция был опорный пункт, где сейчас у нас участковый сидит. Это вот, получается, общежитие, как к Октябрьскому. Вот эта элитка и следующие, там они сидели. Это через 2 дома. Людей убивают, они не едут. А здесь пешком можно идти. Не надо ехать. 10 минут. Все, они ждут машину. Какую машину? Ты здесь дойти, вот взяли втроем, пришли и все. 4 часа здесь пешком можно 30 раз прийти. Была скорая. Они, типа, тоже так с мешком таким. Я говорю, что, типа, это плохо кому-то? Ну, еду просто спрашиваю. Они, да, наверное, опять с похмелья вздыхает кто-нибудь. Ну, говорю, что здесь не люди у них, для них живут. Если бы приехали, вскрыли, естественно, она бы жива была, девчонка. Понимаете? Это халатность полиции. Все. Сказала же, ну давайте хоть кого-нибудь. Бесполезно. Охрана какие-то сработки, потом их колесо спустила. Ответственный по охране общественного порядка вообще не знает, что делать. Ну, мы позвонили, сказали, что Ленинский зашивается. Потому что сделал нарядок больше нет. Короче, драка была в квартире, 3 женщины. Все. А сейчас нам тут. Ну, вот так. Вот это. Александр Васильевич сказал, за не реагировать, сидеть будет все. Назначенному наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года. Всем было пофиг. Новый год, старый Новый год, они все сейчас работают, все на своих должностях. Ну, условными сроками некоторые отделались. Безобразно сам по себе Канюс вел на всех процессах. Цикл, Сокол провоцировал нас. То, что дали 17 лет. Сколько он нас сидел? Полгода. Он нас сидел полгода и пошел на сделку с нашим государством. Его же не судили, срок не давали. Ему дали срок. Мы 10 лет, да? мы воевали. Сначала ему хотели присудить до 6 лет лишения свободы по первой части 105 статьи, то есть просто убийство. Мы отвоевали статью убийства с особой жестокостью. То есть ему присудили 17 лет лишения свободы. Отправили его в колонию строгого режима Белова, 44-ю зону. Он там совсем немножко пробыл. Каким-то странным образом его переводят в Новосибирскую зону. И оттуда его концы потерялись. То есть нас никто даже не уведомил о том, что он вообще поменял место наказания. Хотя и при вынесении приговора было определено судьей, что все его телодвижения нас должны ставить в известность. И то мы как узнали, что начали публиковать в социальных сетях его в камуфляже форме. То есть мы понимаем, что так, может быть, не он, нет, он. Давай делать запросы. И в СИН, и в прокуратуру, и в Генпрокуратуру, и куда мы только не обращались. Я говорю, до одного Господа Бога еще осталось только достучаться. И потом уже видят, что мы начинаем тревогу бить, и что уже и интернет весь пестрит тем, что он каким-то странным образом на войне оказался. И нам дали тогда отписку, что да, заключил контракт с Минобороны. Это вообще кошмар. Как вы можете давать в руки оружие вот этим изуверам? И оттуда он получил ранение. Да. Дали ему в отпуск, или лечиться. И все, и его освободили от службы. Наши мальчишки гибнут. А срочники. Он сидел всего? Да с полгода, наверное. Отсидел с полгода, 3 месяца отвоевал. И вот он, герой кверху дырой. Так он еще и выплаты получил неплохие. Еще и денежные все вот эти вот, кто... Сколько там они получают. Вам какую-либо компенсацию платят? Вообще ни копейки. Ни рубля. Но теперь что? Теперь его найти не могут. У нас, понимаете, у нас на
на любой наш запрос до такой степени непонятные отговорки, то есть вразрез с законом. То есть найти его не могут. Да как так? Мы, конечно, понимаем, что он находится в России, скорее всего. Вроде как его в федеральный розыск объявили. Угу. Было бы желание, давно бы нашли. Да, Гусейн, да, здесь Гусейн пока. Да, святой Гусейн. Дома делают, и дворцы прямо. Привет, Тимош. Привет, сынулька. Мой хороший. Как ты тут, родной? Как у тебя дела? Гюля позвонила. Да, тот день. У нее Ильнара замуж выходит. Джалала. Вот так вот. А я не увижу твоей свадьбы. А я не увижу. Я не увижу. Да. В ночь на 13 июня 17-летнему Тимуру Гаврилову нанесли 20 ножевых ранений в Ворошиловском районе Волгограда. Студент-стоматолог из Азербайджана умер на месте. В убийстве подозревают жителя Советского района Виталия Николаевича Васильева. Убийца и его жертва не были знакомы. Позже стало известно, преступник увлекался экстремистскими идеями, убийство совершил на почве расовой неприязни. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 19 лет исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери убитого студента. Симка, мы пришли. Что я тебе не говорю? Ой. Да, я родилась в этом городе, в городе Гяньже. Да, древний город наш. Мой сын тоже здесь родился. Ну, это комната моего сына или кабинетик моего сына. Он оборудован в подвале, наверху квартира обыкновенная. Здесь мой сын занимался, учился, любил всякие делать поделки. Вот его скрипка там лежит, да. Первая его скрипка. Но крикливый был ужасно. Ночью не спал, днем спал. Ну, потом он, как говорится, стал расти, быстро пошел, быстро стал разговаривать. Смешные слова у него были. На шампуне он говорил «шампот», на колу говорил «кола-лола». Ну, его все любили. Он как сын полка у нас был, да. Помогал всем, со всеми дружил. Очень дружелюбный был. И очень любил смеяться. Я все время говорила, ой, какой он худой, вот какой худой. И вот я его все пичкала, да, едой. И он стал у меня пухлик. Вы его одна воспитывали? Да, одна воспитывала. Ему на руку возьми чуть-чуть. Вау, эй. Я была на работе, я смотрела детей, нянечка через дорогу здесь работала. И мне позвонили с Волгограда и спросили, Гаврилова Ирина Васильевна, я говорю, да. Вот, сын Гаврилов Тимур, я говорю, да. Мол, его убили.
Я не поняла даже последнее слово. Я помню, что я не поняла этого. Я подумала, что это шантаж. И от страха, от вот этого всего я спрашивала, сколько вам надо. А они говорят, слушайте, что вы говорите? Вашего сына убили, и я уже ничего не помню. Да, я знаю, что я билась об стенки. Дети стали кричать. Да, они очень кричали. Я помню, что так они кричали. Я позвонила племяннику, и как раз вот была корона, и я говорила, что, пожалуйста, привезите мне сына, привезите его сюда. Ну, как-то диаспора, спасибо, договорилась, и они перевезли его. А как вы сейчас живете? То есть у вас какие-то планы на будущее? Никаких планов нет. Я не живу, я выполняю функцию жизни. Все. Никаких планов. Скажите, какие могут быть планы у меня? Никаких планов. Только отомстить. Все, план отомстить. Вот какой план. Да, найти его. Он получил 19 лет строгого режима. Попал он в 26-ю колонию города Волгограда. На суде было отмечено, что его любое передвижение мне сообщают. Его перевели в Ростов, они мне даже об этом не сообщили. Я узнала через интернет, то была статья, телеграм-канал, что он в Ростове повесился. Я не поверила. И мы с адвокатом стали вести поиск, что куда он делся. Мы первые пошли в УФСИН. Нам сказали, что он только всего просидел полгода в тюрьме, даже если не меньше. Да, его в октябре перевели, значит, в ростовскую колонию, такой-то номер и все. Да. Больше, говорит, я вам ничего не могу сказать. По приезду домой я написала Пригожину Вагнер. Мне пришел ответ, и он сказал, что о сотрудниках Вагнера мы не имеем права вам давать информацию. И я была не то что вообще в шоке. Как так может быть? Да, нацист-убийца стал сотрудником Вагнера. А потом я написала Владимиру Владимировичу Путину. Администрация ответила, что да, действительно, такой закон я, как сказать, подписал, что заключенный может уйти в Вагнер, да, служить. Срок может с него стереться, но компенсацию он должен выплачивать. Шокировало меня, как так может 20 лет строгого режима проститься за 6 месяцев. После 6 месяцев он может выйти и делать, что хочешь. Он как бы освободился от этого убийства, да? А как жить мне? Об этом не подумали, вот, о матерях. Пускай найдут его. Мне самое главное, найдут его. Живой он или не живой. Этот подонок. А вы как-то успокоитесь, если узнаете, что он погиб в Вагнере? Да, конечно. Это в честь сына сделала татуировку, да. Я, конечно, не любительница вот всяких вот этих татуировок, да. Но я это сделала, чтобы каждую минуту повторять его имя. Я с именем его живу. Не сохранил его Бог. Можно так сказать. Вот. И я после Тимура стала атеистом. Когда умирают наши родители, сестры, допустим, братья, это закон. Мы должны терять. А когда вот детей, это вина Бога.
дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут 2 гранаты, которые вы должны иметь с собой. Сдалась мне эта грусть, я 300, не 200, а 200, ну и пусть. Всюду трупы, брат, под огнем наш отряд. Малой шептал молитву, но не помнил наизусть. Смог выжить, выжил с тех крох. Меня создал мой отец, значит папа мой. Мы воспроизвели, типа, как могли. Ну, там было немного по-другому, как это. Воспроизвели ситуацию, когда мне оказывали первую помощь. Вот, короче. Вот он мне оказывал первую помощь здесь. Ох, хочу быть счастлив, счастлив через край. Просыпаясь в этот ад, улыбаясь как враг. Месяц, может, чуть больше даже. Учебки только было. Началось все там с малого. Там, ну, быстро там уже сразу как автомат собирать, разбирать. Сразу, когда там приехали, все туда-сюда. Вот. И дальше там уже пошли как проход, как идти там стрелять. Такие вещи. Стрелковые. Ну, потому что там в основном штурма. Остальное уже по ходу пьесы. Но я скажу так, когда ты это все одеваешь, ты уже как будто всю жизнь там был. Ну, кажется. Все равно ты там не готов ни к чему. Я на этом не ставил внимания, на убийстве конкретно. Я выставил, все, ушел дальше, прошел там, застрелил, ушел, допустим. Вот так я думал. Надо, то есть, если, я думал, если ты не будешь работать, будет по тебе работать, все, вот так вот. Все, стреляй, убивай. Меня зовут Богдан, мне 35 лет, я бывший заключенный. Я получил свободу за участие в СВО. Я родился в Донецкой области. В 15-16 году там уже от нее ничего не осталось. И там в 1 класс я пошел. Я, как сейчас помню, русский язык, украинская мова, книжка. А здесь я с 8 лет в Трамосколе. Со 2 класса здесь. Мы жили с мамкой, жили бедно постоянно. Они меня зимой соседи находили в снегу, весной в грязи. Я помню последний урок, я мечтаю сухих макарон, добраться домой, сухих макарон поесть. Помню, переживал уже завтра 1 сентября, у меня нет ни одной тетрадки, нет ничего. В школу с пакетом. У тебя что, какие дела? Да ничего, значит, пришел, я Red Bull пью, чтобы не упасть просто на это. Нам студию, там рэп почитать надо сегодня. В вечернюю школу, там познакомился с пацанами. Они все слушали рэп, курили. И я думаю, дай-ка я попробую. Всякие драки, всякие пьянки. Мне было 17 лет. Но мне там нравилось. Прям я чувствовал себя вообще свободным. Начал писать музыку. Вышло 10 треков, их начали слушать. Где корабли стоят на мели, там, где водка льется рекой, вниз головой до самой земли. Ребенок не хочет вернуться домой, оставив игрушки, слезы в подушке, обув свои сраные рваные кроссы. Одинокий малыш идет и читает, мечтая вырваться, выбиться в боссы. Да, там, типа. В моей жизни наступил период, когда я начал употреблять наркотики. И, сначала легкие, нелегкие. Разорви это дерьмо, блядь! Как вы там говорите? Песни начал записывать, у меня все движуха пошла там. Приходят там организаторы на студию. Один, второй дал там, и пошло-поехало. Вставал, ложился по ними, там, я не знаю, просыпался, не спал там. И в одной из такой пьянок, часто же бывают драки, да, там, в одной из такой пьянок случилось то, что случилось. Пришли менты. Я им сразу, они спрашивают, а ты там был, да, я сходу. В Белгороде отбывал, срок мне назначили 9 лет. Статья за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая по неосторожности смерть. В карты, игры. Я так вообще особо ничего не ел. Баланда мне это не нравилось.
Некоторые говорят, еще в СИЗО сидел, говорят, вот, а ты сейчас, типа, резкуешь, потом будешь есть, ну, и не ел. Только одни глаза торчат. В общем, пришли, когда люди озвучили все нам. А я не пошел. Я, короче, тут я ясно понимаю, что это смерть стопроцентная. Ты готов просто пойти на смерть? У тебя там осталось, у меня конкретно, 5 лет. За что ты готов? Если так вот ты на поле боя, не в подъезде, нигде, то можно и рискнуть, и пойти и на смерть, потому что о тебе там, как-то хорошо, красиво скажут. То есть нельзя ответить одним словом, почему ты пошел. И мне даже как-то даже грустно стало, думаю, у меня судьба как повернула. Либо пойти там на смерть, либо на медленном огне вот здесь вот это, с выпущенными глазами. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Едем в дороге, и нам говорят, эту трассу обстреливают камикадзе. Все с пацанами встретились, погрузились в машину, и взрыв. Какая боль была вот на вторую секунду, какая боль. Это, можно сказать, вот тебе чем-то острым режут, прям как-то, как пилой. И еще какой-то ломом отсушивают еще вот так вот. Вот этот взрыв. Вот я смотрю на пол, там смотрю капли крови. И внутри такое чувство, вот, знаешь, губу, когда прокусишь вот этот вкус металлический, как будто 1,5 литра крови прям вывел, прям сейчас. Оператора предоставляю, будет снимать оператора. Да не, нам надо рилс подснять. Киноэффект, вот так вот. Не надо идти, ничего, просто читай. Сейчас вот так. Давай, 1, 2, 3. Натяну-ка этикетка к этикетке, этикетки от конфетки, пальчики в розетке, пальчики в салфетке, маленькие Всё. детки, все. Да. 4 часа вот я ждал, пока приедут. Это еще быстро, там, не знаю даже, сколько ждут там неделями. Я в самолете ехал, мужика забирали, у него нога сгнита живьем, трупом вонял весь самолет. Пуховик весь провонялся. Думал, с 200-м едем. В итоге Ростов, и я был в Москве потом. Я понял, что все серьезно. Но я не мог посмотреть. Этого глаза нет, я не мог посмотреть. Я был в одном положении, там, больно было. Там я уже руку смотрю в больнице, а там еще с глазом, он болит так, что, отрывается вообще череп. Я уже говорю, давайте операцию, я его сейчас сам себе вырву. А он уже вытек, он не видит уже давно. Я видел как будто как сны, как я таким с бионическим глазом. Лазер у меня какой-то там, бионическая рука. 4 месяца в госпитале, но и еще боли присутствовали. Сейчас такого нет, только фантомная, например. Рука отошла, и все. Кстати, почему есть фантомная рука, а фантомного глаза нет? Я не чувствую фантомного глаза. Когда мне разрешили позвонить в больницу, как только была операция, я боялся мамке позвонить, сейчас это слезы, это все. А она, такая, ой, сынок, обрадовалась, такая, смеется. Слава богу, что ты жив. Мне уже сказали давно, я уже там давно наплакалась, там люди звонили с разных там монастырей, за меня молились, Я вообще так был вообще удивлен, как будто вообще в другой мир попал. Я был от этого недалек. А бабушка меня, соседка водила в храм. Я не был против, я всегда был за. Я после службы постоянно был тихий, спокойный, не обращал внимания на весь этот обезьянник вокруг. И я думаю, я понял, что это единственный верный, истинный путь с Богом идти. Наверное, всегда хотелось какого-то чего-то большого, кто может тебя защитить.
Деньги, деньги не испортят страну. Я безумное дерьмо, и как видишь, не тону. До того, как меня посадили, я мечтал поехать на студию песни записать. Там дорого стоит. И, короче, ну и звук качественный, крутой там в Москве. И вот я вышел, я уже ее записал, эту песню, она уже у меня как там, уже как 3 месяца уже на площадках. Поменялось сознание. Там не важно, что руки нет. Главное, чтобы голова была. Единственное, еще у меня вот на звуке, вот на резкие такие триггеры у меня, вот резкие звуки. Я помню, я в больнице лежал, звук, я думал, подлетает в палату дрон. Здесь также вот это вот не уходит. Вот у меня тема, это у меня есть, да. Грохотом от хохота плачут небеса. Премия Муз-ТВ и номинантам голоса. Дай Бог тебе здоровья. Садись сперва садись, как обычно. Раз, села. Все, теперь двигай. Ну что, как отлично? А Андрюшка? Андрюшка, вон он сейчас ищет, бегает тебя. Ну, ё-моё, если же я его ищу. Глазами сразу думаю, а потом... Ну, что, как здоровье? сам знаешь, что поздравляю. Подремонтируют вперед. Сахарный диабет, теперь давление, теперь почки. Да что мы стоим? А пояс меня, понимаешь? Сколько заплатили? Ну, 1 240 000. Деньги, которые я получал зарплату или вознаграждение за участие в специальной военной операции, я их отправлял на поддержку и развитие фонда «Дом милосердия». То есть стал помогать людям, которые уже этим занимаются. Это те люди, которые, допустим, родственники, поджимали у них все, что у них есть, там, квартиры, дома, там, и бросили. Мы существуем вообще 4 года. Как организация мы всего лишь как год обозначились. У нас нету такого, например, штата работников. У нас вот Алена помогает, готовит трехразовое питание горячее. Вот и все. И дети помогают, где забегут, где что довезут, где что это. Да, конечно, дети. С семьей только. Существуют они на свою пенсию. Что складывать они могут заплатить и за квартиру, купив продуктов, ездим на базу, закупаемся. Помощи от государства нет у нас. Вот Андрей работает, потому что я работаю, тоже у нас все идет сюда. Здесь живет одна бабушка, здесь живет повар Алена, здесь живут наверное, 3 человека, там Леша, Вова и Саша. Здесь живут 2 бабушки прямо. И здесь 3 человека в этой комнате живут. В общем, у меня их 11. В месяц у них расходу около 100 000. Давай. Хочу помочь. Возможно, что я помогаю им из-за того, что нелегкая жизнь у меня была, там, детский дом, там, все эти моменты. Это как-то может чувство сожаления есть, или чувство вины, там, не знаю, как это назвать, правда. Я им почему? Наверное, чай? Я считаю, это как бы должен. Работаю я на стройке, беру заказы, выполняю. Постоянную работу я не могу найти. Там подработка, там подработка. 40-50 тысяч платят в месяц. За удостоверение платят 4 000 каждый месяц выплаты и все. Ну да, где-то год вот из того. Думаю делать. Построить большой дом. Поместить туда всех этих дедушек, бабушек, самим туда заселиться. Вот я полгода работал, купил землю. 9 соток просто. Ну, участок у нас начинается от угла забора, угол забора, кончается тем углом забора. Потом идет туда
Или даже чуть побольше? Чуть побольше, да? Он? Для постройки общего дома. Мы медленными, мелкими шагами идем к своей цели. Просто помощи ждать неоткуда. Понимаете? Надо самим что-то делать. Я считаю, если человек отнял чью-то жизнь, у которого жизнь отняли, да, там у него же тоже есть и семья, например, да, там и дети есть, там, да, кого-то лишили там чего-то. Ну, как он может искупить вину, если он пошел полгода отвоевал? Это не искупление. Это он не искупил, он просто стал свободным. То есть ушел от наказания таким образом. Человека же не вернуть, правильно? Как ты искупишь? У нас было 3 человека, которые на войне были, там в одной колонии были, и вышли вместе. Вот один пошел на СВО обратно, вот на той неделе, а второго посадили в тюрьму, 111. На меня держит семья. Не все ж такие. Кто-то понимает эту цену, да, и ценит, что он откупил такой ценой. А кому-то, наверное, видимо, еще и не доходит. Вину искупить нельзя, но можно только исправиться. То есть, встать на другой путь. Наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Желаем вам приятного полета. Здравствуйте, я Ирина Гаврилова с Азербайджана. Да, по делу Васильева. Я бы хотела спросить, почему не взыскивается с него компенсация, почему вы не можете его найти? Вот смотрите, у нас улица Калининградская, по которой он зарегистрирован. Мы туда ездили. Это общежитие. Да. То есть, соответственно... Его там нету. Вообще нету, не всей семьи. Чего? Есть другой адрес. Росреестр нам предоставляет информацию, что у него 1/2 доля в этом. Поэтому... Павленко. Да, Павленко. То же самое. Там не проживает вообще. Иного имущества у него нету. Расчетные счета все у него арестованы. Записи о смерти его нету. К счастью или к сожалению, как говорится. То есть, сколько я не писала в колонию, да, чтобы мне предоставили какую-то информацию. Вы когда первый раз написали о том, что он якобы освободился, да, колония предоставила ответ, да, что он освободился, где он находится, соответственно, они ничего не знают. Военкомат уже разводит руками, да, был заключен контракт, он куда-то ушел, в какую-то воинскую часть, никто не говорит где. И никто не может нам даже пояснить, потому что это сейчас новое вот это все, куда нам обратиться, где нам узнать. Это не ваш только единственный случай, это как вы знаете, сколько много у нас. Я понимаю, но деньги, которые переходят с Вагнера, они родственникам должны идти. У него есть мать, у него есть брат, у брата есть жена и ребенок. Понимаю, что он сейчас уже освободился. Да, он освободился, да. Освободился, пришел со своего. Я все это, конечно, по-человечески все это понимаю, да. Но, вы понимаете, я говорю, даже сейчас мы его находим, с него взыскать, соответственно, будет что-то тяжело. И привлечь мы его ни по какой статье за неисполнение решения суда не можем. Я понимаю, да. 2,5 и только... Самое главное его найти, да. Самое главное его найти, я его привлеку. Лично. Это 9 мая. А вы можете открыть дверь на 5 минут? Спросить.
Здравствуйте. Я мать убитого Тимура, Васильев Виталий Николаевич. Говорят здесь вот приставы, что у него полдома. Какой еще полдома? Да, вот. Что, вообще, что ли? Какие полдома? А вот одна, Ничего вторая. Тут нет никакой, ни одной второй. Ну, а кем он вам является? Я одна тут живу, не знаю никого. Вы не знаете Нет, разве не знаю, Васильева? До свидания, никого не знаю. Ну вот, ответили так. Почему он здесь прописан? Кем он является? Это ошибка? Он действительно как-то связан с этим домом? Женщина, может быть, вы с нами поговорите? Ну, это будут разбираться тогда еще раз приставы. Чтобы он сдох. Здрасте, мы здесь стоим, около центрального входа. Где вы? Да, сейчас подъедем. Хорошо. Ну, это считался самый лучший из старый, из медицинских университетов. У него специальность был стоматолог. И был он, лидером группы, старостой, можно сказать. Ребята помнят, до сих пор пишут мне, когда его годовщина, когда его день рождения. Вот идут они. Я их вижу. Салам алейкум. А? Как твои дела? Ничего, я уже привыкла. Одевай ты хорошо. Только что она сказала, он живой. Он живой и все. Видишь, органы не говорят этого. Почему не говорят? Она говорит, что он есть. Его отпустили, он еще выжил вдобавок. Он в ванну ушел, выжил. В Библии, как сказано, око за око, глаз за глаз. Правильно? Правильно. Салам алейкум. Салам алейкум. Как дела? Вечером он пошел к другу. А это 15 минут ходьбы от общежития. Как мне сказали, что ребята предложили ему взять такси, он отказался. Он шел обратно. Это было начало первого. Вот он на него напал. Просто шакал. Они нигде не встречались. Он даже его не видел, мне кажется. Его лица он не видел. Хочу спросить, а вот где была полиция на День России? Ни одного полицейского. Центр города. Да, пусть стоит. И там его общежитие было. Общежитие, да. 15 минут ходьбы до общежития. А вот это. Мне ваши молитвы пускай помогут этого ублюдка найти. Да, это так. Вот я пошла сегодня, говорят, он живой. Да, он живой. Фоткай, да. Чтобы все мы были. Вы мои ребятки. Ну, мы вообще здесь очень часто приезжаем. И каждый год всегда Верочке приносим букетик ягодок полевых. Это вот место, где мне очень больно, очень страшно и одновременно легко. Здравствуй, мое солнышко. Мама же говорила, что опять приедет скоро-скоро к тебе, девочка моя любимая. Вы знаете, что только я сюда не высаживала. Вот не приживается ничего. Потом мы уже просто на семейном совете решили, что вот лес, природа, как оно есть, так оно и должно быть.
Мы первые подснежники, первые цветы, еще даже здесь снег, еще тяжело пробираться. И вот у нас здесь вот она, моя девочка. Теперь здесь ее дом. Мама всегда рядом. Всегда мама с тобой рядом, ты это знаешь. Тихо здесь. Тихо. СВО, кто участники погибшие? вот у нас тут очень много мальчиков здесь сейчас лежит. Вот смотрите. Это одно кладбище, а есть у нас еще... Где еще? 12 в Афонине. Еще есть, да. Да. И там тоже. Да, везде сейчас. В этом доме мы не так давно проживаем. После Верочкиной гибели мы продали квартиру. Полностью всю мебель, все, что было. Только бытовую технику забрали. А почему продали? Верочка ко мне приходила. Мы же в свадебном платье ее хоронили. Закрытое фотоличико было. Вот она ко мне являлась. Страшно не было. Нет. Просто я просыпалась, начинала жутко плакать. И она так быстро... Знаете, как вот я глаза открываю, вот она стоит. И как фантом... Щук, и нету. Я, знаете, я уже начала думать, что я с ума сходить стала потихоньку. И вот эти постоянные просто, знаете, как ожидания, чтобы она, наоборот, пришла ко мне во сне, либо чтобы я открыла глаза и ее увидела, доходило уже просто до умопомрачения. Ну и все, и просто мы с супругом поняли, что если я не поменяю абсолютно все, место жительства, я же говорила, что я уходила за ней следом. Поэтому тяжело в 50 лет начинать все с чистого белого листа. Душно прям. Парит. Он не один, помилован. Их просто массы. Их массы. Я просто не понимаю, что у нас творится. Вот где страшно. Сколько таких еще невинных жизней будет погублено. Мне это страшно осознавать. Я не знаю, почему тем, кто вершит наши судьбы, до сих пор непонятно, что это начало конца. Это начало конца. Ничего, нормально. Это девчата. Ничего страшного, нормально. Кулиев Садай, Ильяс Сагалов. Глава диаспоры Азербайджана. Азербайджанской национальной культурной автономии. Да, в Волгограде. Они меня поддерживали с первых дней. Спасибо большое диаспоре. Да, низкий поклон всем. Ладно. Да. За то, что да, они привезли моего сына на родину. Сам, когда я был в суде, он говорит, вместо него был любой, не русский, я все равно убью его. Ну, это уже о чем-то говорит. Я Гамидов Али Фатулаевич, сотрудник МВД по Волгоградской области. Я настолько знаю, что он убит. Нет. Вот. Нет. Если он умер в тюрьме, его как хоронят? Их под Краснодаром, там целые... Ну, это объявляет в паспортный стол? Там В паспортный стол это должны заявку дать, что этого человека нету? практически нет. Практически нет. Практически А в дома матери или кому-то вот? Могут знать, могут не знать. Почему? Там такой неразбериха идет. Вот мои свидетели, я с вами разговариваю, да, обо всем я в курсе. Но я тоже держу связи. Вроде он погиб.
Когда не русские с ним попадали в одну хату, его сразу били сходу. Не оставлял его там никто. Каждый прохожий не русский его бил. На канале, когда вас показывали, у кого телевизоры были, когда это смотрели, понимаю, что парень отсюда, еще и очень знакомый есть, внутри переворачивалось. У меня есть подельник азербайджанец, Аббас его зовут. Они с ним начали. Я уже видел, раза 3 его выключил, на него сел. Он встал, крепкий, честно, очень крепкий. Спортсмен, да. 3 раза его выключил. Лица не было на нем. Менты, клянусь Всевышним Аллахом, вот зайти боялись, как я с ума сошел. Спасибо. Настолько я от души, я клянусь, я его так от души бил. Никогда Спасибо, я благодарю, как мать благодарю тебя. И мне все равно, что про меня подумают. То, что его убили, его убили. А почему говорят то, что на СВО, это не на СВО? Я не видел. Уверенно я не могу сказать, но этот человек, который мне сказал, он как бы смотрит за строгим режимом, он, думаю, обманывать не будет. Это нормально все. 100% человек уже не живой. ورحمة عموات الحاضرين اللهم تبقى جميع الحسنة المحسنين لا سيما هذا الإنسان وبحق آية القرآن وبحق النبي وآله طاهرين وبحرمة سورة الفاتحة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Allah rahmet eylesin. Allah Teala rahmet eylesin. Şad eylesin. Cami ölenlerimizi rahmet eylesin. Kalanlara can sağlığı versin. Şehitlerin ruhunu şad eylesin inşallah. Gazilerimize de Allah Teala can sağlığı versin. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Ой, а где наши сумки? Ну, пойдемте, возьму я вещи. Да. После этого объяснения вы успокоились немножко? Все равно нет. То есть вы его продолжите искать? Да, я его буду продолжать искать. Правильно. Раз, два, три, раз. Хочу быть счастлив, счастлив через край. Просыпаясь в этот ад, улыбаюсь как в рай. Что дает нацпроект, но я не их клиент. Я потянул билеты, Солидара привет. Переживает мама, кто гордится дед. Ну, мы редко с ним по телефону разговаривали. Обычно мать, Татьяна Викторовна, она на работе сейчас. Ну, сорвался, никого не спрашивая, ничего. Единственное, что дал, это 300 тысяч этот губернатор наш. А больше никто ни копейки. Руки нету, глаза нету. Ой. Музыку пишет там, вот то все, интересно. Ни квартиры, ни льгот особо. Оформили, да, инвалид первой группы. Как будто бы дорогу проходил в неположенном месте. Так, деньги я потратил, ну, как на обычную жизнь, там, какие-то клип сняли, мы там, вот на это и ушло. Ну, тут, короче, даже не убрано, я не знаю. Суть какая, вот врачи меня измерили, и так измерили, и сяк, и там это все назначили мне группу инвалидность, все, протез. Я уже год его добиваюсь. Приходит сертификат там на определенную сумму. Запросили на 7, сертификат пришел на 2 900. Я говорю, сделайте мне простой, зачем там какой-то там сумасшедший? Да, простой, 2 пальца будет вот так совмещаться. 2 пальца вот так вот. Я даже как-то один период согласился даже на такой. Как будто я просто как пассажир какой-то пришел, какие проблемы твои меня не интересуют. Вот, хочешь, откажись, не хочешь, не откажись. Будет тебе 2 пальца за 3 миллиона. Осужден с расходным судом лишения свободы на 9 лет 6 месяцев. Господи.
указ президента Российской Федерации о помиловании. Имеющиеся в прошлом судимости. Не судим. Вот это вот ангел улиц я набил. Корону. Потому что мне казалось, типа, это, ну, сочетается нормально. Здесь 12-12. Ну, поймут не все. А вот здесь я флешку вставлял и песни свои вот, это, учил здесь. За дверью мамка слышала постоянно. Сейчас у меня более, ну, осмысленные уже песни. Я уже как бы жизнь повидал, есть о чем написать. Дед, ну что, полетели мы? Потом приду, я в ночь на работу. Ну, ты где-то заходи, проведай. Ну, конечно, дед. Забываешь уже, деда. Из тех, кто... Ну, их немного, конечно. Живых остались, пацаны. 80% там. Ну, может... Ну, примерно там, допустим, из 15 человек 12 там опять. Кто-то по третьему, по четвертому разу. Я по ровной поверхности ходить толком не могу. Но у меня это же нерв перебит, нога висит левая. Голеностоп. Он там неизвестно, живет, не живет. Нихуя. Еще не то делаем. Я работаю на складе. Надо музыка, жить, что надо. Жонглировать я не умею одной рукой. Слава богу, что еще на работу взяли с этими особенностями. Пенсию платят, но пенсия у меня обычная, не как ветерана СВО. У меня есть удостоверение ветерана боевых действий. Ну, у меня вообще все бумаги есть. Но я чуть не тот контингент. Ну, пока, может, оно решается. Вот, например, сейчас вот уходят люди с лагеря, зоны. У них контракты самые, ну, обычные, все получают, все это. Ну, вот просто, знаешь, в тот момент так-то о деньгах не думаешь. А вот ты пришел, вот, ну, если бы вот меня никуда не берут на работу, понял? Вот если меня не взяли бы на эту работу, ну, что мне делать? Ну, 20 тысяч ты можешь прожить вообще? Ну, вот мы сейчас там, грубо говоря, 1000 рублей прокатали, да? Ну, просто это еще не просто мы не ели. Да, ну, там. Ну, за что же мне жить? За что? Честное слово, я заколебался жить в постоянном рабстве. Я хочу что-то новое, жилье ребенку и так далее, дом построить. Не получается, потому что все деньги куда-то уходят. Жене отдаешь, и куда-то деньги уходят. Таким образом, я и предложил. Я ухожу, покупайте квартиру здесь и живите. А со мной, что будет, то будет. Вот этот последний взгляд словить Андрюхин бы. Последний взгляд Андрюхи. Боль, сотни драк, вера в Бога и полный бак. Бросит драк, никак, бросит взгляд, полумрак. Много ошибок, шрамов, ран, ушибов, улыбок. Сегодня это может быть короче рыбок, а завтра съел тебе враг. Силы всюду наколки, каменный лес, матерый волк, зато запятой на футболке. Новая книга на полке, двигаюсь не на иголки, из рук вынимаю осколки. Это старый оскол терки, а у телки дёр на заколке. Ведем себя как засранцы, разные телки, грязные танцы. Зомб жрут кислоту, я больше не трачу время на хуету. На высоте это обо мне, отрабата легенду мне на спине. Скажу как есть, а хули мне, лежал на дурке, бывал в тюрьме, Я вот так буду ставить быстро. Раз, два, три. 375. 376.